Помните заявление Груши в этом году в Конгрессе США про НЛО, что случаи регистрации неопознанных объектов военными происходят постоянно? У меня на канале есть видео, в которых я показываю ролики от ВМС США, где засняты НЛО. Так вот, Груш был не один, кто отвечал в тот день в Конгрессе, с ним были еще двое – Райан Грейвс и Дэвид Фревор. Нам интересен второй докладчик, он военный, командующий ВМС в отставке. Чего он там наговорил и что из этого вышло, тема этого выпуска? Понимаю, что эта тематика интересна не всем, но раз досмотрел хотя бы до сюда, поставь палец вверх или вниз. На одно НЛО в нашем небе тогда будет больше. Вначале я слукавил, когда сказал, что озвученные лица – докладчики. Они приглашенные, конечно, но в Конгрессе, как правило, дают показания. Так что, отвечая на вопросы от вот этих сенаторов, Фревор сообщил, что он обеспокоен отсутствием государственного надзора, когда дело доходит до обработки или работы над летательными аппаратами, которые, как полагают, не из этого мира. Да кто он вообще такой, этот Дэвид Фревор? А это, мой дорогой зритель, непосредственный свидетель НЛО. Это произошло 14 ноября 2004 года. Фревор только что принял командование эскадрильи американских истребителей. Он готовил ее к отправке в космос для участия в одной из многих ненужных войн. Радарная система с авианосца засекла объект, и Фревор с еще 3 летчиками отправились на разведку. Когда они вышли в зону, где радары видят объект, они пару минут летали в этом квадрате, так как никаких объектов там найти не могли. После снижения почти до 2 километров Фревор увидел внушительный белый овал, двигавшийся прямо над гладью океана. Он двигался, дергаясь взад-вперед, и был необычайно ярким. Начав смещаться к нему, Фревор заметил, как объект резко изменил скорость и направление, смещаясь в сторону и набирая высоту. Пытаясь догнать НЛО, летчик много раз убедился в ненормальности движения объекта. НЛО крутился, светился, дергался и мерцал. Ну и как вы понимаете, когда Фревор почти приблизился к НЛО, объект резко ускорился, а затем исчез. Такие объекты не редкость в подборках НЛО на моем канале. Характер поведения этих объектов также схожий. И когда в Конгрессе спросили Фревора, представляет ли НЛО потенциальную угрозу, Фревор ответил категорическим «да», добавив, что технология, с которой мы столкнулись, намного превосходит все, что у нас было. В Конгрессе он тезисно пересказал свою историю наблюдения НЛО, заявив, что объект, который он преследовал в 2004 году, намного превосходил все, что мы имели в то время, имеем сегодня или планируем разработать в ближайшие 50 лет. Какой один из итогов этих слушаний в Конгрессе? А вот он. Появился веб-сайт для информирования общественности по неопознанным воздушным аномалиям. Все, что пишется на сайте, это работа определенного управления. Это специалисты, кто изучает те самые аномалии. Хотя портал все еще находится в разработке, на нем есть раздел, в котором офис будет принимать отчеты от нынешних или нет государственных служащих, военнослужащих или подрядчиков США или других стран, или вообще анонимных источников, непосредственно знающих о программах или деятельности правительств, связанных с НЛО, начиная с 1945 года. Вот вам и Wikileaks только по теме инопланетных технологий. Можете попробовать что-то через сайт отправить. Я регулярно туда скидываю все эти видео с НЛО, что проверяю для подборок. Честь и хвала тому, кто досмотрел до сюда. Большинству просто до высокого фонаря, что происходит над головами. Удачи и берегите себя.